Ребят, всем здорово. Ford Focus. С вот таким вот стуком в моторе. Двигатель, снял голову. В общем, ну так, по состоянию цилиндров он как бы присутствует, но только на боковых стенках цилиндра. Также присутствуют царапинки и на передней и задней стенке, как бы, вот на первом цилиндре тоже царапины, он только по бокам. Тоже вот присутствуют такие царапинки. Так, ну второй и третий цилиндр особо не играют. Так, вот здесь вот тоже он только по бокам, а на стенках на передней и на задней тоже есть царапина. Ну как бы ноготь за них не цепляет, но все же они есть. Так. Первый поршень первого цилиндра играет больше всего. Так, мотор извлек с автомобиля. Так вот здесь все выглядит. В общем, опускаю и раскидываю полностью мотор. Разбираю двигатель. В общем, еще постель коленвала не откручивал и шатуны тоже не откручивал. Вот, как по мне, то, во-первых, у первого у поршня первого цилиндра, то есть вот как бы боковой люфт и люфт вверх-вниз тоже присутствует. Короче, разбираю дальше. Очистил я головку, в общем, везу ее на шлифовку. Будем смотреть по клапанам, что нам надо будет делать. Надо их будет менять, направляющие, надо, не надо, клапана надо, не надо. В общем, также блок везу замерщику, будем мерять. В общем, он в стандартном размере в 79. Будем мерять, под какой его можно расточить будет. Поскольку вот такие вот царапины на всех 4 цилиндрах. И вот такой вот зазор в компрессионном кольце. Так, головка и блок расточен уже под новые поршня. Поверхность блока также отшлифована. С поверхности сняли 14 соток. С поверхности блока, с поверхности головки сняли 6 соток. В общем, по ГБЦ направляющие клапана остаются старые. Меняются только сальники клапанов, сальники распредвала. Ну, соответственно, новые прокладки впуск-выпуск и новая прокладка ГБЦ. По блоку новые поршня, кольца, пальцы, новые шатуны вкладыши, новые коренные вкладыши, ну и плюс также новые сальники коленвала. Ну и в принципе помпа останется старая. Насчет ремня ГРМ обсудим с клиентом. В общем, сейчас все отмываю от вот этой вот стружки, которая здесь образовалась, и потихоньку начинаю
начинаю собирать. Приступаю к сборке двигателя. Новые вкладыши и коренные шатунные уже помазаны. В общем, собираю. Также вот повязанные шатуны с новыми поршнями. Новые колечки. Все везде на своих местах. Единственное, будет кольца по замкам развести. И можно тоже собирать. Коленвал на место установил. Постель распредвала тоже затянул. В общем, постель распредвала обязательно тянется динамометрическим ключом с нужным усилием. Не просто так от руки, а именно с динамометрическим. То есть у меня получается вот такой динамометрический ключ. Он показывает ньютон-метры и усилия, с которым ты затягиваешь. Даже можно подсветочку включить. Так, ну я уже постель затянул, обтянул, и теперь, то есть коленвал должен легонечко от руки крутиться без всяких заеданий, задиров и всего остального. То есть вот так вот он должен себя вести. Поршневую собрал, поддон собрал. Так, теперь устанавливаю корзину с новым диском сцепления, поскольку старый, ему уже осталось совсем чуть-чуть. Пока это все разобрано, решили также это поменять. Вот новый диск сцепления, центровочная, можно корзину прикручивать. Итак, мотор уже в моторном отсеке. В общем, по выпускному коллектору поверхность здесь шлифанутая, где были трещины, все проварено. Как бы двигатель пока устанавливал, накрыл его, чтобы туда мусор ничего не попадало. Подсобрал уже двигатель, помпа, ролик натяжитель уже установил, новая прокладка ГБЦ. Так, продолжаю собирать автомобиль. В общем, топливные форсуночки отмыты. В таком вот они состоянии. Так, сейчас подбираю новые колечки и устанавливаю топливную рампу на место. Так, машину я собрал. В общем, пока она была на ремонте, подсел аккумулятор, поставил его на зарядку, пускай заряжается. Так, в принципе, промывочное масло в двигатель я залил. После ремонта всегда заливаю промывочным. А промывочным в начале машина работает, потом только уже заливаю хорошее свежее масло, даже после ремонта ГБЦ. В общем, пока бачок охлаждающий не ставлю. Ну, попробуем первый запуск после ремонта. Так, зарядное пока отключим. Ну что, с Богом. Ну все, работает четенько. Все, нету этого грохота и стука. Такие поршень при перекладке стучал. Сейчас начнет идти испарение, поскольку выпускной коллектор, там все смазано, помазано. Ладно, так, все, глушу и заливаю воду, пока промою систему охлаждения. Также клиент попросил меня поменять щетки на данном генераторе. Ну, в общем, ситуация следующая. Те, которые он мне привез, немножечко не такие. А конкретно в них не совпадает вот это вот крепление. Вот на новых оно здесь, а на старых оно вот здесь. И когда устанавливаются щетки, то есть вот здесь вот двумя вот такими вот болтиками щетки эти прикручиваются. Ну, соответственно, потом гайками. На этих щетках так получается, но если их так ставить, то вот это вот место не крепится. Вот
вот это вот крепление не совпадает с вот этим вот креплением. Так что, в общем, щетки оставлю те, которые стояли, а это верну клиенту. Они не подходят. Так, еще разочек. В общем, машина уже полностью прогрета. Я ее несколько раз попромывал систему охлаждения, попромывал масляную систему до полного прогрева, до полного включения вентилятора. В общем, все посливал. Новое масло залил, новую охлаждающую жидкость залил. Вот так вот работает двигатель. Ну, завтра я еще на холодную его заведу. Послушаем, как он работает на холодную. Новая охлаждайка. В общем, до завтра. Так, в принципе, так, что у нас без 2 минут 3 ночи. Ну, по крайней мере, автомобиль я собрал. Настал, слава богу, следующий день. Так, пробуем, как она себя ведет. Просто замечательно, стука нету. Отлично. В общем, все, звоню клиенту, отдаю машину. Вот такой вот видеоотчет получился. Ну а на этом все. Катаемся, не ломаемся. Всем удачи. Пока.